Привет, друзья, с вами Лада. Были вопросы про мой ежедневник, как он сейчас выглядит, как я веду планирование и что у меня поменялось с момента выпуска прошлого видео. И я собралась наконец-то с силами вам его показать. Прошлые видео про мой ежедневник, как он выглядел раньше, вы можете посмотреть вот в этих видео, ссылки и также я продублирую в описании. Так что, если вам эта тема интересна, то приятного просмотра. Мой ежедневник, или даже точнее сказать, планер, располагается вот в таком блокноте. Я его делала сама по типу, он сделан Midori Book, и в этом видео показывала подробный мастер-класс. Этому блокноту уже, практически, считайте, год. И он даже очень хорошо сохранился, не пачкается, что самое удивительное, хотя он сделан из джинсы и внутри у него проложен картон. Я его уже даже постирала, вот вы видите светленькое место, это полностью простиранная сторона, и после стирки он даже себя хорошо чувствует. В общем-то, здесь наполнение я могу менять, как я уже тогда рассказывала про вот эти блокноты. Здесь можно менять тетрадочки, добавлять какие-то новые, убирать, что-то заменять. Такой универсальный трансформер. И сейчас как раз-таки лето, и очень много я езжу на дачу, и, соответственно, некоторые тетради мне здесь были просто не нужны, поэтому я убрала, но заменила их на другие. В частности, вот такой маленький блокнот, в нем я мандалы рисую. И вот такой блокнот уже побольше, я в нем акварельные зарисовки делаю. И здесь у меня еще вот такая тетрадочка тоненькая для аффирмаций, и каких-то личных практик. И, соответственно, сам планер, сам, можно сказать, ежедневник, но у меня нету такого ежедневного, еженедельного даже планирования, это можно, да, отнести как к планеру, располагается в одной тетрадочке. Да, вы, скорее всего, заметили вот этот стикер со словами «Я выбираю действие, любовь, уверенность». Это, можно сказать, мой настрой, посыл на грядущий день. И он мне помогает избавляться от лишних сомнений, от ленных каких-то мыслей, от ненужных мыслей, приступать сразу к действию, вкладывать в это действие любовь и быть уверенной в том, что ты делаешь. Вообще этот стикер у меня всегда находится на планере. А сам планер, он у меня находится зачастую не в самом блокноте, то есть в самом блокноте я его просто куда-то передвигаю. Например, на дачу поеду, я возьму блокнот уже с планером вместе. А так этот планер находится отдельно, вот эта тетрадочка. И этот стикер очень приметный, он привлекает внимание, и я всегда к нему возвращаюсь и постоянно об этом думаю. Ну и теперь давайте посмотрим, что у меня в этой тетрадочке. А в этой тетрадочке планирование у меня рассчитано аж на целый год, веду я его с января месяца. И вообще сейчас я стремлюсь к минималистическому ведению ежедневника. Я поняла, что мне многое не нужно из того, что у меня было раньше, и все то, что было, я сократила до минимума и уместила практически в эту тетрадочку. Это обычная тетрадь, просто я ее подрезала, и обложку я сменила на скраб-бумагу. Уголочки заклеила скотчем, чтобы не истрепались и дольше прослужили, хотя бы до декабря месяца. Вот пока он выглядит ничего так себе, хорошо, хорошо идет. Ну и давайте посмотрим, что у меня тут есть. Во-первых, здесь вот такой стикер, он не полностью заполнен, но я над этим буду работать. Здесь у меня главные события этого года, то есть последний раз, что было. Например, замена фильтра была 25 апреля, то есть когда у нас закончится этот фильтр, мы посмотрим, сколько он нам прослужил. Например, когда я последний раз стриглась, там покупка шампуня и так далее, и так далее. Ну, в общем, самое основное за этот год. Январь. Январь был практически пустым месяцем, сами понимаете, праздники, там все такое, но, тем не менее, какие-то видео у меня выходили, и над какими-то я работала. Вообще, я хочу сказать, что у меня это не совсем такой планер. Ну, да, это планер, можно сказать, это включает в себя и контент-план на YouTube, контент-план уже сейчас на Instagram, на ведение группы. То есть это у меня такой рабочий личный планер. Потому что YouTube у меня уже стало давно работой, поэтому вся жизнь крутится вокруг этого, по сути. Здесь у меня отмечены какие-то важные события, дни рождения, там свадьбы и так далее. Я их отмечала пока так, а потом уже дописывала. Трекер. Трекер у меня сохранился.
Здесь у меня вот такие графы сохранились: вода, подъем утром, глаза — это упражнение на глаза, зарядка, контрастный душ. Ну вот вы видите, да, добавила я еще разгрузочный день, вроде его не было, не помню. Расходы, доходы, у меня расходы, все в разных местах, но я в июне уже привела все в порядочек немножко. И здесь у меня 2 странички, которые я оставляла на расписывание задач по дням или по неделям, ну как у меня ляжет карта, да, по сути. Получилось, что в какие-то дни у меня есть задачи, в какие-то дни у меня не было задач, или я выполняла те, что были до. Например, вот 11 я закончила писать задачи, ну у меня, да, 11 3 задачи, но при этом какие-то задачи были не выполнены. Я в остальные дни их выполняла, довыполняла. И потом уже вернулась только 15-го. 2 странички, я думала, мне мало будет, серьезно, но смотрите, все уместилось, все уместилось. Вообще я в один день стараюсь уместить не более 3 задач. То есть 3 задачи — это просто, ну, такой максимум. И в основном самые важные задачи я пишу вот здесь, на месяц, на разворот на месяц. А это тут такие мелкие, которые я могу забыть, например. То, что я не могу забыть, я их сюда не записываю. Например, это уборка. Я никогда не забываю, я убираться очень люблю, поэтому я убираюсь практически каждые 3 дня. Ну, в общем, с этим проблем нет. Или стирка, или там сходить в магазин там за продуктами, что купить. Это у нас отдельные списки висят на холодильник, мы постоянно их дополняем, там то записываем там что-то. Февраль пошел, здесь та же самая система. Тоже доходы, расходы все в разных местах. А в феврале я ввела графу «Мой день». А по 10-бальной шкале, да, как я оцениваю свой день. И, кстати, еще ввела графу мандалы, потому что тут у меня была такая небольшая мандала-терапия. Здесь то же самое: сделать задачи. Март пошел. Март уже очень такой насыщенный. Тут пользуюсь замазкой, кстати. Ну, почему бы и нет, очень такая. Тут какие-то расчеты, подсчеты. В общем, здесь тоже трекер. Здесь я уже закончила писать расходы, потому что в основном мы расплачиваемся по картам, а там есть история операций. И, в общем-то, если только какие-то наличные деньги я сюда записывала, но уже здесь тоже всякие пометки, когда болела там или никогда болела. Ну, в общем, все такое. Здесь все нужное, короче говоря. Так, здесь, видите, даже место осталось. Апрель. Апрель пошел. Апрель у меня тоже такой пустоватый месяц, так как день рождения, он меня немножечко расслабил, и пошло-поехало. Несмотря на то, что Пасха была, я практически, видите, некоторые дни у меня оставались достаточно свободные. Так, здесь трекер. Ой, мандалы я исправила на арт-терапия, потому что я ввела еще и другую практику, поэтому практика по рисованию, поэтому у меня так поменялось название. Так, здесь задачи тоже, да, я уже старалась многие задачи запомнить, ну, в общем, тренировать память тоже нужно. Май. В мае событие у меня было на YouTube-канале 100 000 подписчиков, аж я даже дату записала 13 мая. Какие-то стикеры у меня, вы видите, какие-то там скотчи декоративные. Ну, мне вот по настроению, знаете, и вот хочется, я налеплю, не хочется, нет. И я не очень не хочу вот все вот это лепить. Вот, ну что-то такое нашла интересное, прилепила, ну почему бы и нет, настроение поднялось, отлично. На это же много времени не надо, там наклеечку раз налепила и достаточно. Май прошел в спокойном режиме. Здесь, кстати, в мае я уже изменила трекер с горизонтального на вертикальный. Почему? Это же было, ну, ужасно неудобно мне в последнее время. Это нужно было переворачивать блокнот, там писать, вот это все чертить. Здесь, ну, здесь я, конечно, черчу, чтобы разделить, да, вот эти дни и графы. А так, вот горизонтальный трекер, конечно, мне уже был не очень удобен, а вот вертикальный прям то. И по вертикальному трекеру мне удобнее отслеживать, какие тут чего у меня есть такое. Тоже какие-то пометки свои, расходы, опять же, я писала, но это то, что наличные деньги, то, что с карты. У нас по карте идет история операций. Очень удобно, там в приложении все есть. Здесь тоже у меня задачи на 2 листа. Июнь пошел.
Тоже прикрепила стикер. Понравилось, прикрепила. В общем, вот как-то так. Июнь месяц у меня сейчас идет. И, соответственно, трекер у меня. И, соответственно, задачи, которые нужно решить. Дальше у меня пойдет июль. И дальше у меня декабрь. Сзади тоже какие-то тут пометочки всякие. И кармашек. Вот еще тут. Ой, с идеями для видео. Ну, в общем, как-то так. Вот такое сейчас у меня планирование. И от чего я вообще хочу сейчас отказаться, это от трекера. Честно, он мне сейчас вообще не особо таки нужен, потому что вообще трекер мне нужен был, чтобы какие-то такие свои события отслеживать. Но какие-то я оставлю. Все-таки, да, события, например, разгрузочные дни обязательно, ну, женские там непонятное дело, тоже обязательно оставлю, хотя в приложении сейчас тоже отслеживаю, но и подъем, наверное, все-таки. Вода у меня сейчас минимум выходит 8 стаканов в день. Вот, тут иногда было 7, но это так. То есть я уже приучила себя следить за водой. И мой день, наверное, я все это перенесу вот в этот разворот, потому что я уже начинаю тут отмечать свои разгрузочные дни. Они у меня по новолуниям, по полнолуниям. Это я решила так для себя. Тоже отмечаю. Потом мой день, отметку моего дня я все-таки себе лично ставлю в конце каждого дня. Ну, мне так удобнее, и я вижу свою продуктивность. Конечно, это очень субъективно, но все же. И когда я проснулась, по сути, это тоже мне не особо что дает. Вот, поэтому, наверное, я трекер вообще уберу. И оставлю просто вот чистую такую страничку, а здесь уже начнется следующий месяц. А на этой чистой страничке я вот это вот все перенесу сюда. То есть задачи у меня будут здесь. Это что касается уже следующего месяца. А какие-то сам трекер я перенесу, наверное, вот сюда будет. Ну, посмотрим. В общем, я пока так конструирую в голове, а вот как на деле у меня здесь будет, я посмотрю. В общем, как-то так у меня сейчас получается с планированием, все достаточно минималистично. Единственное, что я использую достаточно много цветных ручек. Кстати, использую цветные ручки, которые покупал на Алиэкспресс. Ну, очень они классные, здоровские. Я ссылочку оставлю, кому интересно. Это все я делаю для того, чтобы видеть, какие задачи у меня к какой категории отнесены. Ну, например, вот голубым я всегда обозначаю эфиры в Инстаграм, допустим, или зеленым у меня всегда какие трансляции будут. Ну, то есть вот так. Все свела к минимуму, потому что я в последнее время понимала, что я очень много времени уделяю заполнению этого ежедневника своего. И мне хочется этот процесс сократить, чтобы побольше времени я уделяла все-таки самим действиям, уже конкретным выполнением задач, которые у меня поставлены. Поэтому, чтобы меня много чего не отвлекало, я сюда записываю все только самое важное, самое срочное и то, что мне нужно не забыть. Ну или же какую-то нужную информацию, по которой я по прошествии какого-то времени я делаю анализ, ну то, что мне нужно. Очень частый вопрос мне задают, а что же делать со спонтанностью жизни? Очень часто бывает так, что запланировал что-то, и бац, совершенно по-другому все получилось. У меня на это философский ответ. Если так получается, значит так нужно. Конечно, от спонтанности жизни нам не уйти никуда, тем более в наше такое очень быстрое, динамичное время. И естественно, когда я записываю какие-то задачи важные, какие-то дела, то, что мне нужно решить, я понимаю, что в этот день я могу это не решить, и у меня может это все не получиться реализовать. Поэтому всегда важные задачи я записываю заранее. Ну, если какой-то дедлайн, и мне нужно решить прям вот это 100% сегодня, ну, я выбираю действия и начинаю это решать, независимо от обстоятельств. Даже иногда такое тоже случается. Очень вовремя я подошла к концу съемки этого видео, потому что у нас надвигается гроза, и все потемнело за окном. Заканчиваю, много наговорила. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и, может быть, что-то оказалось полезным. Обязательно напишите в комментариях, какая система планирования у вас сейчас. Мне будет очень интересно почитать. И подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Ну а мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!